комедия самый сложный жанр. Я не знаю этого драматурга, который вызывает духов, без всякого фарса и дебилизма. Произошло чудо. Была самая смешная, самая комедийная. Вышла она. Здравствуйте, дорогие снобы, меня зовут Виктор, и добро пожаловать на мой канал «Петербург для снобов», где я вместе с вами посещаю петербургские театры и делаю обзоры спектаклей, которые идут в этих театрах. Сегодня мы опять идем в РГПУ имени Герцена на студенческий спектакль, но уже другой мастерской Максимова. И сегодняшний спектакль называется «Невидимка» по мотивам пьесы Ноэля Кауарда, британского драматурга, который писал в первой половине 20 века, и его пьеса в оригинале называется «Неугомонный дух». Я не знаю этого драматурга и тем более не читал его пьесы, но, судя по аннотации, сюжет завязывается вокруг того, что некий молодой писатель хочет разоблачить спиритуалов, то есть людей, которые вызывают духов, и для этого он приглашает к себе домой некую специалистку по спиритическим сеансам, чтобы ее разоблачить. Но все начинает идти не по его плану, и как именно оно пройдет, мы скоро узнаем. Вроде как это комедия, не знаю, в каком она будет жанре, в классической комедии, или это будет фарс, или нечто будет постмодернистское. Надеюсь, в любом случае, что мы получим от этого удовольствие, поэтому давайте уже двинемся в большой колонный зал РГПУ имени Герцена. Друзья, сегодня произошло чудо. Я шел по Невскому проспекту в направлении к колонному залу РГПУ имени Герцена на спектакль. И здесь вдруг к остановке подъехал этот с рогами троллейбус, и из троллейбуса вышла она. Она — это Анастасия, вы ее могли видеть в других спектаклях. Естественно, ей пришлось идти со мной на спектакль, и сейчас она расскажет вам, как она мне благодарна за такую возможность. Ну, во-первых, привет, снобы! Рада снова быть на этом канале. Спасибо Виктору за приглашение. Он спонсор моей культурной программы в Петербурге. А теперь о впечатлениях. Я тоже не знакома была с этим автором, не могу сказать вообще абсолютно ничего, никаких не было ожиданий. Хотелось чего-то классического. И хорошо, что на самом деле это длилось всего 1,5 часа. Хотя я могу сказать, что вот, постановка, она была интересная. Я не могу сказать, не могу согласиться вообще никак, что это была комедия. На мой взгляд, была какая-то больше драма с элементами комедии, но никак не наоборот. Сколько раз было смешно, прям хотелось рассмеяться? 2. У меня тоже 2. Ну, по минимуму. И один был из них связан с нецензурным моментом. Я думаю, что это какое-то новаторство, и такого в пьесе, наверное, не было. Ну, в оригинале, я думаю, там нету такой игры слов, с кораблем. Какие корабли? Да. Поэтому не могу сказать, что прям было смешно. Актеры, вообще ребята молодцы, хорошо отыграли. Мне понравилась сама постановка по свету, по антуражу. Все было симпатично, и актерская игра была, на уровне. Не могу сказать, уровне? На достойном уровне. Это было не плохо и не вау. Диалоги местами кажутся немного натянутыми. Хотя в целом, мне кажется, больше, наверное, из этой пьесы высосать ничего нельзя было. То есть ребята сделали, наверное, возможный максимум. Единственное, казалось, что очень как-то нет динамики совершенно. Она была какая-то для меня ровная, и хотелось спать. То есть я постоянно отвлекалась, мне хотелось потыркать телефон немножко, позалипать в часы, посмотреть. То есть не держала? Не захватило, вообще не захватило. Вообще, вот такой, наверное, первый раз. Даже вот Ксения Петербургская, или как там, то, на что мы ходили, она была по тематике очень тяжелая, но прям засосала с первых минут, а здесь прям контакта вообще не случилось никакого. Хотя, ребята прям действительно молодцы. Сюжет забавный, назовем так, чтобы прям было смешно и комедийно, в моем понимании комедии, контакта не случилось. То есть не было такого, что мы сидим и ухахатываемся через вообще каждые 10 ни разу. секунд? Не было ни разу. Было максимум что-то типа вот так. У Виктора случился коннект пару раз. Я слышала, была свидетелем, могу подтвердить. А насколько бы ты оценила по 10-бальной шкале? Я бы ввела несколько критериев оценки, как я уже сказала. Сама постановка и игра, учитывая, что ребята совершенно не профессиональные актеры, они студенты. Да, кстати, это режиссерское направление, то есть это не
ребята учатся 4-й курс, но они не на актерском, а на режиссерском направлении. Я, честно, не очень понимаю, как можно столько количества человек обучить режиссуре. Вот. Но, Может да. быть, режиссеры были другие, а И ребята сами актеры? они же должны обучиться режиссуре, если они выходят не, с дипломом не артистов театра, а режиссеров театра. Вот. Поэтому здесь, конечно, требовать от них прямо классной актерской игры, наверное, было бы не очень А ты правильно. уверен, что мы правильно поняли? Мне кажется, что, возможно, режиссеры были другие ребята, а эти, собственно, актеры. Почему-то. Вот, мне кажется, Ну, так. возможно, я, может быть, что-то я прослушала. перепутал, но режиссер перед спектаклем вышел и сказал, что это 4-й курс направления режиссуры, а актер у них сейчас вот на 1-м курсе. Мгм. Вот, но они выглядели на 4-й курсе. Не знаю, может быть, я что-то неправильно понял. Мне кажется, мы, возможно, чего-то недопоняли. Но я думаю, что режиссеры — это вот те ребята, кто поставили, возможно, они сидели где-то за кадром, а актеры, наверное, были все-таки другие. Вот. Но если я оцениваю вот это и учитываю, что это студенты, в принципе, я бы сказала, ну, на 7 они наиграли. 7 из 10, да? Да, 7 из 10. Угу. И не могу сказать, что мне прям не понравилось. Ну, то есть по сюжету сама пьеса, она неплохая. Я просто действительно, наверное, вот то, что меня обмануло, это ожидание комедии. А комедии как-то не случилось. Для меня это больше была какая-то драма. И в целом, учитывая мои эмоции, да, что меня немножко клонило в сон, не знаю, то ли от спектакля, то ли от общей усталости, я бы, наверное, в целом дала бы этому спектаклю 5,5 из 10. Мгм. Вот такое вот мнение. Но антураж здесь мне понравился больше, чем на Игра? том спектакле, на который мы ходили в последний раз. Это «Водевиль»? было «Водевиль», да, «Водевиль», вот да. этот вот «Водевиль». Там совсем было все плохо. Вы можете посмотреть предыдущий выпуск и наши комментарии из шашлычки. Вот. Ну и здесь сама атмосфера Герцена очень приятная. Здесь такая немножко такой тач. Извините, По-русски, пожалуйста. англичанка ворвалась, да. У нас английский спектакль. В чат. Немножко исторический сетап, исторический флер, как это описать словами, я не могу. Ну, Не в могу общем, вы подобрать поняли, слов. В общем, историческая атмосфера. в общем, здесь мне есть. очень приятно здесь находиться. Само помещение очень теплое, ну и весна за двором, за окном. Мороз и солнце, очень чудесно. Да, и, в общем, я думаю, что надо заканчивать уже мое многословие, а то мысль течет. А теперь я скажу свои впечатления об этом спектакле. В целом, я ожидал, что будет примерно такая комедия. Я не ожидал, что я там буду ухахатываться, поскольку комедия самый сложный жанр. Вот. Но все-таки я думаю, что это были ребята не актеры, а режиссеры, и поэтому, соответственно, их актерская игра была, ну, скажем так, ниже уровнем, чем мастерской Лавровой. Мне больше всего понравилась игра немки-спиритуалки. Она была, вот, наверное, наиболее убедительна, самая смешная, самая комедийная, на мой взгляд. В целом, у меня приятное впечатление. Это была такая комедия в классическое исполнение, то есть без всякого фарса и дебилизма. Конечно, терялся вот этот контакт между зрителем и сценой. И оценил бы я этот спектакль, наверное, на 6,5 из 10. Он смотрелся как любительский спектакль. Да, он на профессиональный, мне кажется, не дотягивает. Если любите такой жанр, то могу рекомендовать. Тем более то, что спектакль бесплатный, и потом можете просто положить денежку, если захотите. Итак, на этом я с вами не прощаюсь. Я говорю до скорых встреч и до новых спектаклей. Да? Так, да, нормально? Все? Ну что такое? Это я и ступеньки. Я влетела в кадр грациозная лань. Так, Подожди, стоп. Что, Ну, мне стоп? надо тоже Это замереть. москомедия. вот эту юбку. Только у нас, походу. Ой, надеюсь, что все записалось звук. Переписывать это. Мы не смогла.